Всем доброе утро, с вами Андрей. Суббота, как ни странно, светит солнце, и это значит, что хорошая погода, и можно сходить на барахолку. Давайте пройдемся, посмотрим. Сегодня немножко поздновато, приехал 9:30. Обычно эксперты, которые собирают антиквар, покупают интересные вещи, приезжают с утра еще по темноте, с фонариками, лазят. Но все-таки я не такой эксперт. Я лучше лишний час посплю, потому что по темноте, по морозу лазить так себе занятие. Но опять же, есть свои плюсы, потому что ты можешь найти хороший какой-то старый предмет. Так что давайте пройдемся, посмотрим и сниму небольшое видео для вас. Погнали! Но вот рынок с утра встречает горячими перекусом и кофе, потому что на улице холодно, и все сразу берут себе кофе горячий, чтобы согреться. Так, ну что, здесь такая красивая посуда стоит. Китайский фарфор. Ну, это, наверное, какая-то супница. Тоже, да, вроде как кружки, но раз они с одного набора, возможно, это может быть даже под суп такие небольшие были. Возможно, старенькая такая супница. Прикольная по цвету. Это вид такой губной гармошки. Я вообще редко их такие вижу, но вот одна из таких моделей. Попробуй сыграй, да? Интересные часы старые. Ну так неплохо, ангелочки сделаны из гипса. Старые ножницы. Интересно, какого они года. Вас костит 5 евро. Но я не знаю даже, к какому году их отнести. Ну, пока ставлю. Я пару ножниц брал, ну, скажу так себе. Чтобы их потом продать, надо немножко постараться. Я максималь 2. Хабкайндра. Вот это интересная штучка. Конечно, это не сильно старая, но это все-таки, смотрите, клепки такие оригинальные. Очень даже мне понравилось. Я предполагаю, что это специальный такой захват для графина или для какой-нибудь бутылки. Вот так он открывается. В таком он разобранном виде можно туда поставить небольшой такой графин или бутылочку. Мне она понравилась. Прикольно сделано. Вас костит? Десятку хочет. Возьму. Ну, вот такой подсвечник оригинальный. Вот раньше в фильмах иногда я смотрел, так шли, да, где-то в темном здании, вот перед собой неся вот такой подсвечник. Видите, даже ручка есть, чтобы аккуратненько нести его. Он мне нравится, но я его брать не буду. Здесь немножко я вижу следы, по-моему, тут что-то еще было, и следы облома есть. Можно гильзу взять. Тоже продают.
Керамик студия. Хорошая она, но вот этот скол, он, конечно, уже многое за нее не возьмешь. Люди любят, чтобы было все целое. Von Louis Vuitton. Das kostet 2,5. 2,5? Ja, im Internet. Интернет? Ja. Aber ich glaube, das ist nicht original. Doch, ist original. Он предлагает за 2500. Sehr gut. Aber kannst du hier nicht verkaufen? Das, Nein, Ja. der kauft bestimmt 50 Euro. Aber. ja. Was gibst du für die Так Uhr? что мне уже приносят, говорят, смотри, это оригинал там за 2500, но здесь, говорит, за 50 евро могу приобрести. Ну, я все-таки не могу сказать, оригинальная эта вещь или нет. Ну, такой монах сидит и пьет вино. Интересная репродукция. Ну и рамка такая дорогая. А сверху, смотрите, стоит масленка. Тоже старенькая масленка. Еще с маслом. Кто-то принес свой альбом с монетами. Старенькие монетки. Видно уже по годам. Так, это у нас немецкие монеты, фенинги. Вот посмотрите, какие монеты продаются. 37-й год. Ну, пока я редких не вижу. В основном монеты такие среднего номинала, которые, ну, стоят от силы 1-2 евро. Так что ничего особенного я не увидел. Есть доллары, есть фунты, центы. А вот здесь, смотрите, интереснее есть. Alex hier? Dikta wakker, hey. Moment. Alles. Poladali opoje, ali videl? Und hier. Ja. Diese. Das ohne das. Мужик хочет сейчас сразу все монетки купить. Alles. Ja, so. Так, я посмотрю здесь. То же самое. Мелочи разные. Это тут уже американские доллары были. Я вот заметил парочку. И пенни. Нет, нету ничего интересного. Жалко. Ну, это такая тарелка декоративная на стену. Но здесь собраны все такие металлы вместе, которые, по мнению продавца, имеют ценность. Вот в этом ящике есть подносик, есть разные чаши, также есть подсвечник. Ребята, помните, кто раньше в школе учился, был такой норматив бросания гранаты? И это, я думаю, все-таки учебная школьная граната. И она
Старая на вид. Was kostet? 8 евро. Да, видно, что ручка так уже отполирована хорошо. Ее, видно, часто бросали. А вот это я пропустил. Тут, посмотрите, разные есть. А здесь я в ящике вижу разные есть медали интересные. Посмотрите. За успехи во всем. Ну. А внизу валяются немецкие фенинги. А финская олимпиада какая-то. 1896 год. Да. Увы, ничего пока интересного не нашел. Старые медали, старые монетки. Это 70-80-е года, но в основном это так. Барахолка. Она есть барахолка, много барахла на ней. Какой сундук, ребята. Если бы у меня было место, я бы его купил себе. А так, отличный сундук. За него, наверное, больше сотни захотят. Потому что это все ручная работа. И, возможно, это 19 век. Обалдеть. Красивый. А еще посмотрите, какой ключ. Вот это целые сокровища, потому что это разные деревянные заготовки. Видно, где-то их нарыли. Посмотрите, их очень много, и они дорого стоят. Возможно, это даже 19 век. Вот разные ножки от столиков или от разных предметов. Да, стулья. Вот они, ножки от стульев. Посмотрите, резные все. Гипсовые лица. Вот лев старый. Was kostet? Это лев. Но это, по-моему, гипсовый лев. Видно, они привезли все с одного дома. Здесь старые книги такие, посмотрите, интересные. Это карта, опять же. Европейские карты, плюс с разными обозначениями, таблицами, графиками. Я уже такие покупал карты. Атлас. Наверное, начало 20 века, я думаю. Я пока год не нашел. Ну, я брал парочку таких атласов, больше 10 не давал. Тут даже, вон, посмотрите, газеты. За какой? За 51 год. Посмотрите. Ну и как на любой барахолке можно купить разную посуду. Как вы видите, здесь очень большой выбор. Но я сегодня один, так что у меня другие приоритеты. Вам просто показываю, что здесь можно купить. Посуда красивая, мне нравится. Тоже есть интересные экземпляры. А это белая. А это не из русского мотива. 25, да. Дед Мороз, что ли, на санях в тройке. Обалдеть.
возьми то, дай мне 50, возьми. Ручная работа, плюс разукрасили красиво. Мне нравится. Интересные светильники. Сейчас люди купили за 25 евро фарфоровый светильник. Но это совсем грабеж. Грабеж. Обокрали продавца. Дай мне 20. А? Дай мне 20. Не, я бы то взял. Это... Он говорит, за 20 Выключай. мне отдаст. Так, стоит Португалия. Но это не сильно старые. Тоже на любителя. Такие светильники. Если что, я в них вообще не понимаю. Надо сначала посмотреть. Историю почитать. Какие марки ценятся. Потому что люди, если берут, значит они знают, что берут. Упс. Прямо с этикетками уже продают. Чтобы каждый раз не спрашивать цену. Ну вот фарфоровые фигурки разные. Но это они не такие уж и дорогие, потому что это не известные фирмы. Надо смотреть на штемпель. Если есть клеймо, то можно узнать, кто производил этот фарфор. А если нет клейма, значит это китайский фарфор где-нибудь сделано. Крюмер. Но немецкая фирма. Тут тоже нет ни печати, ничего. Желательно печать, чтобы была. Так, а здесь фотоаппараты, украшения разные. Ну вот как понять, да, где просто лом, цветмет, а где есть настоящее украшение, да? Это же надо разбираться. Также и здесь. Смотрю, может быть, что-нибудь интересное найду. Какая-нибудь монета старая или медаль завалялась. Старые монетки. Ну, вот такое можно купить. Это у нас получается викинги, да? Так, это монета старая, смотрите, совсем старая, 1811 год. Обалдеть, ребята, посмотрите. Ну что, я не успел вам многое заснять, так как сегодня было с утра холодно, камера села. Я уже с барахолки уехал. Пока ехал, поставил на зарядку, немножко зарядилась. Вам хочу показать, что я еще купил. Вы видели, наверное, я успел заснять или нет. Я нашел монету. Вот что мне нравится в барахолке, это копаться где-нибудь в каких-нибудь ящиках и находить бесценные сокровища. Ну, как понять бесценные? Вот смотрите, прусская монета, гроши, 1811 год. Валялась где-то на дне ящика.
А цена по каталогу примерно от 50 евро и больше. То есть, если на eBay куда-нибудь поставить, можно за сотку продать. Самое интересное, рядом лежали альбомы с монетами. Но вот эти альбомы, там внутри монеты есть, они по стоимости меньше, чем одна монета. Я взял один альбом, более старые монеты есть там. Советские нашел, царские монеты взял. За 20 евро альбом. Я давно хотел купить альбом себе, но как-то не представлялась возможность. А плюс в нагрузку за 20-ку я еще получил классные монеты. Надо будет дома разобрать, я вам покажу. В нагрузку есть монеты. И они, между прочим, есть неплохие монеты. Даже старые я нашел парочку таких, скажем, очень редких монет. Есть Третий Рейх, есть Царская Россия, есть монеты из СССР, копейки я даже где-то видел. То есть альбом такой он приличный. Где же я видел? Вот. СССРовская копейка, 39-й год. Вот она, родимая. Вот еще одна копейка. 5 копеек, извиняюсь. Тут надо смотреть. Короче, как говорится, в нагрузку неплохой альбом получил. Вот копейка. Так, это я дома буду разбирать. И что еще взял? Посмотрите, мне нравится дерево. Я пройти не могу. Это столик такой интересный. Он складной. Вот здесь таким способом можно поставить. Классный столик, ребята. Мне он нравится. Конечно, я не скажу, что это ручная работа. Возможно, это все было на станке сделано. Но сам по себе столик интересный. Я даже нашел, что здесь стоит Индия. Или это сделали в Индии? Или кто-то просто решил... Вот, посмотрите. Мне понравился. Морилка пройтись и вообще будет отличный столик. Классно. На этом я заканчиваю видео. Мне понравилась сегодняшняя барахолка. Интересные купил я предметы, исторические монеты. Это тоже не всегда найдешь, тем более 1811 год, ребята, вы можете представить? Такая тоненькая монета, вот ее держишь в руках, это же история. И таких монет не так много, и с каждым годом их становится меньше. То есть это, скажем так, хорошее вложение денег. Ну и плюс столик, и там разные мелочи. Так что пишем свои комментарии, подписываемся на канал. С вами был Андрей, всем пока.